Бюджетный робот-пылесос с привлекательным дизайном и отличными материалами. Также он имеет мощность всасывания 2200 паскалей, не космос, но и неплохо. Хорошая автономность в автоматическом режиме, большой пылесборник в 600 мл и резервуар для воды с водяным насосом. Пульт DU для удобного использования, а также удобное приложение, в котором можно полностью настроить работу данного робота-пылесоса под себя. 3 режима уборки, 3 режима мощности, технология Carpet Boost для определения коврового покрова. Все это нас ожидает в Kival Cybervac E31. Но это в рекламе. И все ли так на самом деле, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет. Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам об очередном роботе-пылесосе. Он, наверное, у меня на канале уже 15-й. Это не дорогой вариант. Хотя мне больше нравятся какие-нибудь там супер дорогие Xiaomi-шные, когда ты их мучаешь, когда у тебя лидар спрятанный. С другой стороны, что-то в районе каких-нибудь 15 тысяч рублей, 10 тысяч рублей тоже интересно. Сразу видим, в каком виде мне пришла коробка, то есть кто-то ее где-то умудрился долбануть. Это не Xiaomi, это не Anker, и это вообще непонятно какой краудфандинг, вроде бы это Yopin. Что хорошего в подобных пылесосах? В том, что китайцы воруют, понятно, технологии, воруют они в основном их у американцев, у европейцев, но и друг у друга они, разумеется, их тоже копипастят. Вот эта вот штуковина, это один из результатов подобного копипаста. Разумеется, здесь есть голосовой контроль, разумеется, можно ставить виртуальную стену, разумеется, 150 минут. Правда, заявленных только. Реально мы проверим, насколько это соответствует действительности, особенно на максимальной мощности. Зарядка, несколько видов уборки, карту строит, персонализированный контроль воды. То есть он у нас протирать полы может. Емкость на 300 мл, есть возможность бесполезная для нас работы с Алексой и, разумеется, подключение по Wi-Fi. Самое главное, по большому счету, в этой штуке две вещи. Первая, как она выглядит, разумеется, для дома. Вторая, как она убирает. И немаловажная вещь, что за программу она использует и как часто эта программа глючит. Потому что вы сами прекрасно понимаете, что такое работать с программами, которые недоработаны. Документация довольно большая. На русском языке там что-то написано. Плюс в карму. Все показано, все рассказано. Отлично. На русском языке тоже есть. Следующий момент. Это отдельно здесь идет емкость для воды. Довольно большая. Здесь тряпка вешается старым дедовским на резиночке, что тоже, в принципе, неплохо. Зарядная станция с прорезиненным дном. Здесь у нас идет сразу ограничительная лента, то есть, к сожалению, она идет в комплекте, и значит, виртуальных стен здесь нет. Пульт управления, что, в принципе, неплохо, особенно детям поиграться. Запасной фильтр, запасная тряпочка и блок зарядки, который огромным не назовешь. Плюс в карму, что он не является особо глянцевым, я бы глянцевым его не назвал. Простой, обычный, Г-образный и кабель достаточно длинный. Здесь у нас наклейки. Наклейки, скорее всего, для того, чтобы приклеивать дополнительно еще док-станцию. Место под кабель, разумеется, есть. Есть диод для индикации. 2 щетки и 1 щетка для того, чтобы чистить турбощетку, которая, надеюсь, здесь есть. Да, здесь есть турбощетка. Следующий бампер убираем. Лидара, разумеется, нет, но не критично. Мы должны отклеить вот эту вот штуковину, чтобы начать пользоваться. Выглядит, еще раз повторяюсь, довольно неплохо по мне, но вот наклейка, уже какой-то кусок остался здесь. Не особо он приятный, но а что делать? По турбощетке проверяем, разборная или нет. Неразборная, это не удивительно. У меня в дорогих пылесосах, к сожалению, такая же беда сейчас. Значит, будем мучиться с чисткой. Пылесборник вот каким образом снимается. Дырочка, чтобы очистить одним, вот это прям удобно, одним движением. Кто юзал пылесосы, те знают, что вот эта вот конструкция, она прям чуть ли не оптимальна. А здесь тоже все очень просто. Здесь мы открываем таким образом и меняем фильтр. Фильтр, повторяю, здесь есть еще один запасной. Ну, в целом, Simply Clever. То есть они идут по пути из разряда того, что скопировал у друга подороже, скопировал у друга подороже, а друг подороже делает какие-то интересные вещи. Допустим, как последний пылесос у меня был с лидаром, который находится не в крышке, а в
фронтальной части спрятан под бампер. Вот такие штуки тоже бывают. Здесь лидара нет, ну а все остальное мы проверим, протестим, расскажу. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Кому интересно, кто за это время вообще за столько лет выиграл что, заходите в ВК-группу по ссылке в описании к видео и смотрите отзывы людей, как вы понимаете, очень много. Перейдем же к роботу-пылесосу. Полетели. Поставляется данная модель в черной и белой расцветке. Дизайн стандартный. Мне он напомнил Anker EFI Robovac G30, обзор на который вы можете у меня увидеть на канале. Материалы неплохие, сборка тоже хороша. Заметил только то, что поворотное колесико имеет легкий люфт. На верхней части робота-пылесоса, по всей видимости, расположили стекло. Во всяком случае, возможно, это и пластик, но прямо как стеклянный. А большая часть корпуса выполнена, разумеется, из пластика. И минус в том, что подобный материал быстро теряет презентабельный внешний вид. Хотя это практически со всеми роботами-пылесосами происходит, неважно из чего, если только пластик не матовый. Габариты его небольшие, 32 см в диаметре, 6,7 см в высоту от пола. Вес 2700 граммов. На корпусе расположили световой индикатор Wi-Fi, две прорезиненные механические кнопки, которые при нажатии издают приятный щелчок. Верхняя кнопка включение-выключение уборки, нижняя возврат на док-станцию. Далее есть бампер с прорезиненной вставкой, чтобы не повредить мебель. Также есть два инфракрасных датчика, вокруг которых находится отверстие для теплоотведения. На дне расположили два основных колеса, одно поворотное, зарядные контакты, кнопка включения питания, динамик, батарейный отсек. Также есть три датчика высоты, два датчика холла и оптический датчик потока. Из щеток на борту одна боковая быстросъемная и основная турбощетка с защитой. За это огромное спасибо, потому что я был морально готов на отсутствие турбощетки. Да, и такие роботы-пылесосы бывают. Турбощетка, повторяюсь, неразборная, с шерстью животных и волосами она не особо дружит. Летим дальше. Пылесборник вместительный на 600 мл, он легко извлекается, как и устанавливается. Минус в том, что нету пластмассовой заглушки, которая не дает высыпаться мусору, извлекая пылесборник. Но опять же, даже у топов такого иногда не бывает. Резервуар для воды емкостью 300 мл с водяным насосом для регулировки расхода воды. За время использования у меня лично на док-станции он не протекал, что очень даже хорошо и удивительно, потому что топы у меня текли. Но пользуюсь я протиркой полов редко, так как по итогу он просто размазывает какую-то грязь по полу и все. Далее, док-станция небольшая. Сам робот-пылесос хорошо справляется с возвратом на подзарядку. При заряде аккумулятора в 12% он автоматически возвращается на базу. К этому моменту у меня вопросов лично нет. Многие роботы-пылесосы дороже возвращаются, когда у аккумулятора остается где-то 6%. На док-станции есть LED-индикатор, углубление для пульта, что удобно, и, конечно же, контакты для зарядки. К слову, пульт неплохой. Конечно, глянцевая поверхность — странное решение, но это не столь критично. Плюс в карму то, что еще и в комплекте идут батарейки. А что критично, так это то, что нужно направлять пульт именно в сторону робота-пылесоса. То есть здесь через АК-датчик управления, и это не особо удобно. Летим дальше. Cybovac E31 имеет максимальную мощность всасывания 2200 паскалей, средняя мощность 1000 паскалей и минимальная 600 паскалей. Максимальная высота препятствия 15 мм, у топов 20. На борту также гироскопическая навигация для более точного движения по зигзообразному маршруту во время уборки, что стандартно. Но у меня он часто двигался вообще хаотично, но хорошо, что по очищенным областям он повторно не проходил. Робот-пылесос может убирать в трех режимах: автоматический режим, режим края для труднодоступных углов и точечный. Он также поддерживает голосовое управление через Алексу и Google Ассистента. Озвучивание системное без голоса, и отключить его или сделать тише я возможности не нашел, во всяком случае сейчас с этой прошивкой. Технология Carpet Boost для обнаружения коврового покрытия, автоматического увеличения мощности всасывания для глубокой очистки. Ближе к концу ролика я расскажу о проведенных мною тестах. Wi-Fi поддерживается только 2,4 ГГц, но это и плюс, потому что в принципе даже и топы поддерживают именно этот Wi-Fi. Почему? Потому что он более надежный и стабильный, чем 5 ГГц. Далее, с помощью пульта можно включить авторежим, вернуть робота-пылесоса на док-станцию, ручное управление включение-выключение уборки, точечная уборка, уборка в углах, увеличение-уменьшение мощности, а также можно установить время и настроить расписание уборки прямо с пульта. Емкость аккумулятора 3200 мАч, время зарядки может длиться практически 7 часов. У меня он зарядился с 0 до 100% за 6 часов 42 минуты. В автоматическом режиме с максимальной мощностью он проработал 1 час 16 минут. Приложение Kivol доступно на Android, так и на iOS устройствах. Приложение на русском языке, на главном экране находится зона уборки, время уборки и заряд аккумулятора, который отображается в процентах. Далее есть ручное управление и автоматическое, также можно настроить расписание,
включить уборку по краю, точечную уборку и выставить уровень воды. Карты строят нормально, в настройках можно посмотреть состояние частей робота-пылесоса, записи уборки, поиск Cybovac E31 и обновление прошивку. К слову, прошивка мне не приходила новая. Перейдем же к тестам. Шум в метре от робота-пылесоса, работающего на максимальном режиме, составляет бодрых 50 дБ в среднем. Датчики высоты справляются хорошо, а вот датчики препятствия срабатывают не всегда. Стулья иногда он, но двигает. Насчет домашних тапочек и так было понятно, что двигаются они без проблем и постоянно. Робот-пылесос их просто не замечает. В целом навигация, как по мне, у него хромает, так как он хоть и невысокий, но в прикроватной зоне он очень редко убирает. Далее, на ковер с ворсом в 4 см он заехал, но толку от этого, разумеется, мало, так как мощности у него не хватает. Отмечу, что боковая щетка не запуталась в ворсе ковра, но советую быть внимательным к этому моменту. Лично я сделал вывод, что этот робот-пылесос филонит, так как после уборки есть места, где остается пыль и шерсть домашнего животного. Cybovac E31 не собирает весь мусор, что, конечно, не радует, так как это главная задача данного устройства. С крупой дела обстоят стандартно, некоторую часть крупы боковая щетка раскидывает по полу, а некоторую часть робот-пылесос всасывает в пылесборник. В целом нужно его гонять раза два, и тогда он более чем достойно убирается. По поводу ковра хочу отметить, что я еще не встречал ни одного робота-пылесоса и за $1000, который бы справлялся с ковром в 4 см, на котором я его тестирую. Минусы. Я наткнулся на один отзыв, в котором говорилось, что робот-пылесос может плохо работать, если во время уборки через окна попадает солнечный свет прямо на пол. Неизвестно, с чем это может быть связано, но скорее всего с датчиками, которые находятся на дне робота-пылесоса. Им это не по душе, из-за чего он может пытаться объехать освещенным солнцем места и вовсе встать на месте. У меня подобного не происходило, да и в Петербурге не так часто в последнее время солнце выглядывает. Также главным минусом я отнесу не особо хорошую навигацию, из-за чего Cybovac оставляет неубранные места. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забывайте в телеграм-канал этот добавляться. Лишнего туда не кидаю. Допустим, вчера было только 3 поста, потому что больше ничего пока на Али, по моему мнению, из техники интересного не было. Не забываем подписываться на телеграм-канал Взаимопомощи. Есть какие-то вопросы по тем же роботам-пылесосам, по наушникам, еще чему-то. У меня там почти 7800 человек. Мы друг другу помогаем. Иногда словом, иногда делом. Мата и хамства на канале нет, я напоминаю, и в телеграме тоже. Резюмирую, как приобрели, то особо плохим выбором я это и не назову. Пишите, у кого есть подобный девайс на руках, может быть, мы каким-то образом соберем фидбэки из разряда у кого какие роботы-пылесосы. У меня первый Xiaomi-шный до сих пор живой. Не забываем подписываться на канал с колоколом, писать в комментариях, какие еще интересные девайсы вам бы были на обзор. Завтра, скорее всего, будет Realme Buds 3. Добра и удачи вам, дорогие друзья!